Приветствую вас, друзья, в этот замечательный день. Замечательным не только потому, что сейчас новогодние праздники, но и потому, что ко мне приехал вот такой вот домик с Алиэкспресс. Это тент пирамида весом 300 грамм, 312 в комплекте со штатными оттяжками, но если оттяжки заменить на свои, 300 грамм вес у него получается. Учитывая его вес и стоимость, это самый доступный вариант пирамиды на сегодняшний день для туризма легкоходства. Давайте покажу вам, как он поставляется. Это чехол от него. Чехол довольно большой, поэтому без проблем можно туда сложить. Он хорошо так ужимается. Но это вам пригодится, когда вы будете утрамбовывать мокрый тент. Продавец также кладет и колышки. Вот в таком чехольчике. Колышки весят по 15-16 грамм за штучку, но довольно длинные. На первое время пойдет. Петля для оттяжек пришита довольно хорошо, и несмотря на то, что здесь такое не сильное большое усиление, я думаю, что ветер она будет вполне нормально держать. Все швы сами прошиты хорошо, то есть нигде нитки не торчат, все вроде бы качественно на первый взгляд, претензий нет. Сама система оттяжки мне нравится, хорошая. Шнурок подобран тоже замечательно. Мне нравится, очень прям плотно фиксируется. Прям супер. Поэтому по качеству исполнения здесь у меня претензий нет. Дальше смотрим. Здесь все то же самое. Это длинная у нас сторона. Здесь мы видим планку от дождя. Дальше у нас стандартная молния. Так, а кто молнию делает-то? Молния YKK. Сейчас уже, наверное, все такие молнии используют хорошие. Но, опять же, учитывая стоимость изделия, низкую стоимость изделия, я очень рад, что поставили хорошую молнию. И я очень рад, что не стали экономить на молнии. Липучка, кстати, тоже классная. Мне нравится. Молния, кстати, выполнена очень здорово. Есть две расстежки, они двухсторонние обе. То есть довольно удобно и изнутри, и снаружи закрывать, как и положено. Но больше всего меня интересовала верхняя часть, то есть купол. Как выполнена здесь вентиляция. И вообще, как здесь прошито. То есть я вот сейчас на ощупь понимаю, что здесь есть усиление. Это не должно порваться. Здесь хорошие швы. Здесь вот на верхушке они двойные. И давайте перейдем к вентиляции. Я вижу два окошка вентиляции здесь и с другой стороны, с обратной. Вот так. Окошки для вентиляции с петельками. То есть эти петельки, по идее, должны оттягиваться для того, чтобы увеличить отверстие. Само окошко вентиляции не сильно большое, то есть само отверстие вентиляции, мне удалось просунуть туда 3 пальца. Ну и последнее, давайте взглянем, как она прошита изнутри, и пойдем ее устанавливать. Здесь вижу усиление, здесь хорошие швы. Ну, прям видно, как прям проходились по нескольку раз. То есть там двойные, тройные. В некоторых местах прям точки очень плотно закреплены. То есть я думаю, что здесь порваться не должно. Друзья, отличная новость для всех нас. При активной поддержке сообщества легкоходов мы для вас подготовили полный список бюджетного снаряжения для легкоходства. Бюджетного в плане прям самого-самого бюджетного, которое при своей низкой стоимости способно полностью закрыть ваши потребности в трехсезонных походах до 0 градусов. Переходите по ссылке в описании, там будет этот список с ценой и с весом изделий. Ребят, если вы еще не подписались на канал, то сделайте это сейчас. Дальше будет больше. Поехали тестировать палатку.
Пришел в лесопарк для того, чтобы протестировать свой новый тент. И, как всегда, в спешке забыл колышки. Колышки — это самая важная часть в установке тента. Без колышек тент установить очень сложно, если вообще возможно нормально это сделать. Но сейчас буду использовать подручные средства. Буду отрывать палочки и пробовать их запихнуть в мерзлую землю. Для установки тента мне понадобится одна палка. Палка у меня 120 сантиметров, фиксированная длина. Для установки тента можно использовать палки с большей длиной, с меньшей не рекомендуется. Либо нужно будет использовать дополнительную секцию для того, чтобы увеличить высоту этой палки. Поскольку сейчас ставимся в снег, желательно было бы немножко притоптать для того, чтобы увеличить пространство внутри палатки. Установка тента пирамиды достаточно простая. Нужно его расстелить. Ну, давайте сделаем вот так. То есть расстилаем. Тент расстелен и готов к установке. Для того, чтобы тент установить, требуется зафиксировать углы палатки, тента и дальше продеть туда внутрь стойку, шест, трекинговую палку. Сейчас я использую сухие ветки, но этого недостаточно для того, чтобы проткнуть мерзлую землю и для того, чтобы растянуть полноценно этот тент. Но сейчас будем выкручиваться, делать так, как можно. Делать так, как получится. Все 4 угла зафиксированы палочками, ветками. И теперь у нас остается передняя и задняя часть, которую мы натянем после установки шеста. Также есть еще дополнительные оттяжечки в районе торцов. Также их затянем после установки палки. Опа. Опа. Итак, тент кое-как установлен. Я, конечно, зря не очистил площадку до момента установки тента. Было бы немножко проще. И не пришлось бы после выгонять из-под тента снег. Но это на самом деле не страшно. Сейчас я его с собой примну. По обеим сторонам есть петельки для того, чтобы свернуть двери тента. Также эти петельки можно использовать и для увеличения жилого пространства внутри тента. Установил я тент с помощью одной трек-палки, поставил ровно по центру. Можно трек-палку поставить немножко наискось. Если у вас высота палки больше 120 сантиметров, это будет вполне удобно. А если у вас есть 2 палки высокие, вы можете их поставить треугольником. Для того, чтобы внутри было места еще больше. Но я маленький, мне места нужно немного. У меня есть отдельно тамбур и отдельно жилое место. Для тамбура я взял вот такую пенку. Из-за высокого слоя снега объем палатки немножечко съедается. Но когда снег ужмется, будет немножко побольше. Пошел довольно крупный снег, довольно сильный, и время залазить внутрь. Находится стойка по центру, как я и говорил, что ее, если установить чуть-чуть под углом, будет места больше. В целом, мне здесь вполне хватает длины, вполне хватает ширины. Вот. Снег не страшен.
Ветер не страшен. Легко, комфортно. Вместо трекинговой палки можно было и корягу какую-нибудь установить. Но это дело такое, то же самое, что и с колышками из веток. То есть заморачиваться лишний раз совсем не хочется, и нужно корягу искать по размеру, по длине правильную. Поэтому трекинговая палка в любом случае хороший выбор. По размеру, ну, мог бы быть побольше, но мне с моим ростом вполне хватает. Если поставить палку повыше, не 120 сантиметров, а там 130, то будет места еще больше. Если установить оттяжки торцевые не в пол, а немножко вверх, то есть на палки, на какие-нибудь деревья, то можно еще приподнять части у ногах. Швы не проклеены, но проклейка швов особо и не нужна мне. Весит он в районе 310 грамм, это вместе с фурнитурой, с оттяжечками комплектными, вместе с пластиковыми фиксаторами. Если заменить фиксаторы и оттяжки, можно еще сэкономить немножко в весе и получить изделие до 300 грамм. А это уже получится отличный вес для такого изделия, которое имеет молнию, которое имеет полностью со всех сторон закрытые стены, поэтому мне нравится. На основании наших тестов мы можем сделать вывод, что эта палатка отлично подходит для одного человека, особенно если человек невысокого роста. Если ваш рост выше моего, вам потребуется палка с более длинным шестом. Но скорее всего, опять же, если у вас более высокий рост, вы используете более высокие палки. Также вы можете использовать удлинитель для того, чтобы увеличить высоту тента. Планирую в ближайший поход пойти с этим тентом и дополнить отзыв на канале. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Вы можете выбрать какое-нибудь из тех, которые я публиковал ранее.